Доброго дня! В этом видео мы поговорим о начале рисунка, а именно о рисовании контуров. Контуры рисуются всегда, ну или хотя бы намечаются. Будете ли вы и дальше рисовать так карандашом, или планируется работать, например, красками, начните вы все равно с контура. Потому что контур это как прицел. Выстрелить, конечно, можно и вслепую, но вероятность удачи при этом, как встретить доброго человека во дворце Ирода Великого. Хорошо, если у выбранного предмета простой контур. Например, круг, квадрат или прямоугольник. Нарисовать такой контур – проблема небольшая. А если предмет имеет нелинейную сложную форму, что бывает намного чаще? Вот, например, картофельный клубень. Взял я его тогда и сижу в позе мыслителя. Отчетливо понимаю, что ничего не понимаю. Передо мной лист бумаги, из ноутбука вещает Дмитрий Юрьевич проедил. А я откровенно залип, пытаясь понять, откуда, собственно, начинать-то вообще. Повторюсь, до этого я не имел никакого опыта в рисовании. Мне показали на простых предметах, что и как. Я вроде попробовал. И вот смотрю на этот клубень и понимаю, что я решительно не втыкаю. Вот клубень, вот бумага. Но не обводить же его. Тогда уж лучше сфоткать, а потом распечатать. Да, при этом в голове у меня была вот такая теория. Что такое контур? Для рисующего это линия, обозначающая резкий переход одного цвета в другой. Контур это не только края объекта, но и некоторые характерные его черты. Вернемся к клубню. Вот его внешний контур. А вот некоторые черты, которые тоже будут рисоваться как контурные линии. Вот эта теория и у вас в голове есть. А теперь как же все-таки начать? Первым делом найдите карандаш. Ластик можно отобрать у ребенка, кстати, у него же есть альбом для рисования, а там хорошая бумага, плотная, но можно бумагу из принтера вытащить. Сопровождаем любопытным детям, которые, естественно, заинтересуются, за кем у него все это взяли, выберите клубень картофеля, тщательно помойте его и выдрузите перед собой на стол. Ну вот, первый шаг сделан. Кстати, насчет первого шага это не шутка. Выбрав объект для рисования, вы реально сделали первый шаг. Преодолели первую преграду. Вот здесь. Но вернемся к нашим клубням. Нужно выбрать для простоты любой более-менее длинный отрезок линии контура. Это может быть дуга или прямая. Главное, чтобы отрезок этот было легко нарисовать. То есть такой, который можно без труда изобразить таким же, как он есть в реальности. То есть под нужным углом поверхности, на которой лежит клубень, такого же размера и формы. Кстати, я, не доверяя своему глазомеру, применял вот такой метод замера. Неважно, как вы добьетесь точности. Берите циркуль, меряйте шнурком, главное, чтобы получилось. Единственное, не рекомендую фотографировать, а потом переводить с фото. Переводить вы научитесь, да и нет там ничего сложного, а вот рисовать нет. Этот первый отрезок будет отправной точкой для всего контура, поэтому к нему такие требования. От него начинаем рисовать контур дальше. При этом не старайтесь непременно провести всю линию контура сразу, одним махом не отрываясь. Рисуйте короткими отрезками, сверяя получающийся с объектом рисования. Да, и на карандаш давить не надо. Нам не нужен высеченный контур. Это ж только наметки, эскиз. Он еще будет много раз поправляться, поэтому линии должны быть слегка нанесены, а не вырезаны. Вот это действие, рисование контура, будет первым ощутимым психологическим барьером на пути к умению рисовать. Драйвер на принтер еще только устанавливается, и мозг старается закончить непрописанное действие. Делает он это путем формирования лени, резкого воспоминания каких-то важных дел. Мне так вообще хотелось, как я и говорил, взять и обвести этот клубень. Рисуемые линии шли куда угодно, но только не туда, куда нужно. А ластик я найти поленился, я ж великий художник, зачем мне резинка? Вот так, разбивку на отдельные отрезки, можно нарисовать контур любой сложности, даже береговую линию. Главное, напомню, выбрать отправную точку, то есть отрезок, от которого будут рисоваться далее. Сначала будет несколько муторно. Рекомендую включить музыку на фоне или какую-нибудь телепередачу. Неважно что, главное, чтобы этот фоновый шум не отвлекал резкими звуками.
То есть, если вы врубили Death Metal, так пусть он и шпилит, они перерываются чем-то, от чего начинается нервный тик. Создайте себе комфортную атмосферу. Если вам хорошо под музыку Ласкового мая, врубайте его. Если вам необходим на фоне стук колес поезда, то сейчас даже не надо бежать на вокзал. Можно путешествовать на ютубе. Один мой знакомый вообще творит под ролики с прохождением игр. Главное, что в процессе не копилось раздражение. Зато потом, закончив работу и отхлебнув давно остывшего чая, вы вдруг поймете, что вообще-то уже утро и пора на работу. Но при этом на душе такое благодушно пофигистическое настроение прогульщика. Ну а с контурами все. Если возникнут вопросы, прошу, задавайте. До новых встреч.